Здравствуйте, невероятные белорусы! Столкнуться с арестом имущества может каждый, и надо знать, как вести себя в данной ситуации. Арест на имущество может быть наложен в целях возмещения ущерба и в целях исполнения решения. Арест на имущество накладывается лишь в том размере, который необходимо до возмещения вреда. Например, нельзя налагать арест на дорогой автомобиль для погашения небольшого штрафа. Арест на имущество вправе наложить орган дознания или орган, ведущий административный процесс, следователь, прокурор, суд или судебный исполнитель. Арест на имущество может быть наложен на личные вещи, денежные средства, как наличные, так и безналичные, ценные бумаги, имущественные права. Арест не может быть наложен на единственный жилой дом или квартиру, предметы домашней обстановки и одежду, которые необходимы для жизни, домашние животные и скот и корм для них, транспортные средства для инвалидов, продукты питания, детские игрушки и профессиональное оборудование. Например, у программиста незаконно арестовывать компьютер. Опись имущества составляется в присутствии собственника, а также понятых. Если собственника нет на месте ареста имущества, то документ оформляется в присутствии членов семьи или представителей местных органов власти и управления. В акте изъятия должны быть указаны место и время составления документа, данные всех присутствующих при составлении акта, наименование суда или другого органа, на основании которого производится арест имущества, наименование каждого предмета, на которое наложен арест, с указанием характеристики, состояние имущества и его стоимость, данные лица или организации, где будет храниться имущество, информация о порядке обжалования ареста или хранения имущества, подписи всех присутствующих при составлении документа. Если ваше имущество было в пользовании и арестовано у другого человека или у вас арестовали чужое, то оно должно быть освобождено от ареста при предъявлении документов, подтверждающих, кто является владельцем имущества. Арест имущества может быть обжалован в судебном порядке. Освобождение имущества из-под ареста происходит либо в случае погашения претензий, которые привели к аресту имущества, либо при вынесении решения суда о незаконности ареста имущества. Изъятие телефона. Часто при административном задержании происходит изъятие мобильного телефона. Сотрудники милиции действительно имеют на это право. Изъятый телефон, как и другие вещи, могут храниться в милиции до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении. Если на изъятый телефон или другие вещи наложен арест, то все хранится в милиции до исполнения постановления, выплаты штрафа, либо отбытия административного ареста. Арест накладывается в целях обеспечения постановления по делу об административном правонарушении. Наложение ареста производится путем вынесения постановления и составления протокола описи арестованного имущества. В случае наложения штрафа, чтобы возвратить арестованный телефон, необходимо оплатить штраф и предоставить данные об этом в милицию. Если мобильный телефон изъяли у вас, но он принадлежит другому человеку, то владельцу необходимо предоставить документы, подтверждающие его имущественные права на телефон. Например, кредитный договор, либо гарантийный талон, либо чек об оплате своей пластиковой карточки. Дорогие белорусы, какой бы призрачной нам ни казалась победа, не предавайтесь унынию и верьте, что она близка. Живе Беларусь!